Канал Валерия Табакова представляет ВНЖ и временно закрыла в Болгарии для украинцев. 2025 год. Полный гид от юриста. Привет, друзья! Я юрист Валерий Табаков. И сегодня мы разберем все, что нужно знать украинцу, чтобы жить в Болгарии в 2025 году. От временной защиты для беженцев до визы D, ВНЖ через бизнес и недвижимость, а также как избежать штрафов и депортации. Этот ролик твой пошаговый гид, если ты беженец, студент, предприниматель или просто мечтаешь о жизни у моря. Погнали разбираться, как сделать все правильно и без головной боли. Давайте начнем с самого актуального для большинства украинцев – временной защиты. Или, как говорят в Болгарии, временно закрыла. Это специальный статус, введенный Евросоюзом для беженцев из Украины из-за войны. Он дает право легально жить, работать, учиться и получать медицинскую помощь в Болгарии. Хорошая новость. В сентябре 2024 года Совет ЕС продлил действие временной защиты до 4 марта 2026 года. Это значит, что у тебя есть время, чтобы спланировать свою жизнь в Болгарии. Каковы ключевые преимущества временной защиты, которые делают этот статус настоящей находкой? Во-первых, ты можешь легально жить в Болгарии до марта 2026 года без необходимости оформлять другие визы. Во-вторых, тебе разрешено работать как наемным сотрудникам, так и открыть собственный бизнес. Например, зарегистрировать ПИ. Это аналог украинского ФОП. В-третьих, ты получаешь доступ к бесплатной медицине наравне с болгарами. А дети могут ходить в школы и детсады. И, наконец, возможно социальная помощь, жилье, пособие, если ты в сложной ситуации. Теперь давайте разберем, кто имеет право на этот статус. Первое. Граждане Украины, которые жили в стране до 24 февраля 2022 года. Второе. Иностранцы, у которых был вид на жительство в Украине на ту же дату и их семьи. Третье. Твои близкие, официальные супруги, несовершеннолетние дети или зависимые родственники. Например, пожилые родители. Как получить или продлить статус временной закрылы? Если ты уже в Болгарии или только планируешь приехать, вот пошаговый план. Шаг первый. Собери документы. Нужен загранпаспорт, даже просроченный, пока принимают. Но лучше обновить его в посольстве Украины в Софии, адрес улица Бариана, 29. Если едешь с семьей, возьми свидетельство о браке или рождении детей. Шаг второй. Подай заявку. Новые заявки принимают в специальных центрах для беженцев. Например, в центре «Открытые двери» в Софии или других городах. Полный список адресов есть на сайте ukraina.gov.bg. Там же есть версия на украинском языке. Если продлеваешь статус, обращайся в агентство по делам беженцев, Державна агенция за беженците, или в дирекцию миграции при МВД. Шаг третий. Жди обработки. Обычно это занимает 1-2 недели. После одобрения ты получишь регистрационную карту иностранца, которая действует до марта 2026 года. Пример из практики. Семья из Харькова приехала в Бургас в 2024 году
подала на временную защиту, но забыла зарегистрировать адрес проживания в течение 3 дней. Итог – штраф 500 левов. Не повторяй их ошибку. Для украинцев совет. Сразу после приезда зарегистрируй свой адрес в местной общине, муниципалитете. Это бесплатно и занимает 15 минут. Если нужна помощь, звони на горячую линию +359 290 55555 в Болгарии или +380 322 465 075 из Украины. Важный нюанс. Если война официально завершится, ЕС может пересмотреть временную защиту. Следи за новостями на сайте Еврокомиссии или Ukraina.gov.bg. Если статус отменят, придется искать другие пути легализации. Например, визу Д или ВНЖ. Об этом дальше. Если ты пока не хочешь подавать на временную защиту или просто приехал в Болгарию на разведку, безвизовый режим твой вариант. Граждане Украины могут находиться в Болгарии 90 дней в течение каждых 180 дней. Но с октября 2025 года правила стали строже, и есть ловушки, о которых стоит знать. Что нужно для безвиза? Основные требования. Первое. Твой загранпаспорт должен быть не старше 6 месяцев. Если паспорт старый, обнови его в посольстве Украины в Софии или Варне. Второе. На границе могут попросить доказать цель поездки. Например, бронь отеля или приглашение. И наличие средств, около 50 евро в день. Третье. В аэропортах Софии и Варны стоят биометрические сканеры. Если ты посещал Россию в последние 3 года, будь готов к дополнительным вопросам. Пример из практики. Парень из Одессы прибыл в Варну с паспортом 2020 года. На контроле его развернули и отправили домой первым рейсом. Не рискуй. Проверь паспорт заранее. Теперь о том, чего безвиз не дает. Во-первых, продлить 90 дней нельзя. Если хочешь остаться дольше, подавай на временную защиту или визу Д. Во-вторых, работать по безвизу нельзя. Если устроишься без разрешения, жди штраф до 5000 левов. Это 2550 евро. И депортацию. В-третьих, ты обязан зарегистрировать адрес проживания в течение 3 дней после въезда. Это делается в общине по месту жительства. Лайфхак для украинцев. Есть хитрость для тех, кто хочет въезжать чаще. Если у тебя есть регистрация в Сербии, можешь въезжать в Болгарию через Белград. Сербские штампы не проверяют, так как Сербия не в ЕС. Но не злоупотребляй. Если за год въедешь через Сербию 3 раза, миграционная служба может заподозрить неладное и отказать ВНЖ. Совет. Если ты уже в Болгарии по безвизу и хочешь остаться, подай на временную защиту до истечения 90 дней. Это защитит от штрафов и даст больше прав. Если же ты планируешь остаться в Болгарии дольше года или временная защита не подходит, например, ты не беженец, то твой путь виза Д, а затем вид на жительство ВНЖ. Это сложнее, но дает больше стабильности, и давайте это разберем пошагово. Виза Д.
Это долгосрочная виза, которая открывает дорогу к ВНЖ. И вот что нужно. Первый шаг. Доказать доход. Минимальный порог 1200 болгарских левов, 615 евро в месяц на человека. Подойдут любые легальные источники. Сдача квартиры в аренду, например, в Киеве за 700-800 долларов, фриланс, инвойсы с Upwork, Fiverr или других платформ, пенсия, стипендия или дивиденды от бизнеса. Консульство требует подтверждения, банковские выписки, договоры аренды, справки из налоговой. Главное, доход должен быть реальным, подделки не подойдут. Второй шаг – медицинская страховка. Она должна покрывать минимум 30 тысяч левов, 15 300 евро, а франшиза не выше 100 левов. Дешевая туристическая страховка за 20 евро приведет к отказу. Кейс. Девушка из Днепра подала документы с полисом, где франшиза была 200 левов. Итог – отказ. Месяц ушел на переоформление. Третий шаг – апостиль. Все документы, свидетельства о рождении, браке, справки из налоговой должны быть с апостилем. В Украине это делают в Министерстве юстиции или МИДе. Срок до 5 рабочих дней. Без апостиля консульство даже не примет заявку. Совет для украинцев. Заранее переведи документы на болгарский язык и заверь у нотариуса. Это сэкономит время и нервы. Теперь о том, как получить ВНЖ. Покупка недвижимости в Болгарии, например, квартиры в Солнечном берегу, больше не дает автоматического права на ВНЖ. С октября 2025 года правила ужесточились. Вот что нужно. Первое. Открой фирму. Это может быть ПИ, аналог украинского ФОП, или ООД, аналог ООО. Минимальный уставной капитал 2500 левов, 1280 евро. Второе. Докажи инвестиции. Нужно вложить в Болгарию минимум 100 тысяч евро. Это может быть недвижимость, квартира, дом, вилла, бизнес, например, кафе или магазин, депозит в болгарском банке. Третье. Фирма должна работать. Это не просто бумажка для вида. Нужны активный банковский счет, налоговая декларация и хотя бы один сотрудник. Можно нанять родственника на полставки. Если фирма мертвая, ВНЖ не продлят. Кейс из практики. Семья из Львова купила апартаменты в Солнечном берегу за 160 тысяч евро и открыла небольшую кофейню. Через 6 месяцев подали на ВНЖ, бизнес работает, налоги платятся, получили статус на год. Если бизнес не активен, жди штраф до 3000 левов, 1530 евро и депортация. Особенность для недвижимости. Если покупаешь квартиру в ипотеку, она засчитывается как инвестиция, но собственность должна быть 100% на тебя. Банк проверяет чистоту сделки. Лайфхак для украинцев. Найми местного бухгалтера за 50-70 евро в месяц. Он поможет с налогами и отчетами, чтобы твоя фирма выглядела живой в глазах миграционной службы. Болгария – гостеприимная страна, но за нарушение миграционных правил наказывает строго. Давайте разберем, за что можно получить штраф и как этого избежать. Вот самые частые нарушения. Первое. Нелегальное пребывание после истечения безвиза или временной защиты. Штраф
до 5000 левов, 2550 евро. Второе. Работа без разрешения. Если устроился без временной защиты или ВНЖ, жди тех же 5000 левов и депортации. Третье. Аренда жилья без официального контракта или просрочка регистрации адреса. Пример из практики. Женщина из Харькова жила в Варне по безвизу, но забыла обновить регистрацию адреса через 90 дней. Итог: штраф 2000 левов, 1020 евро и запрет на въезд до 2028 года. Как избежать проблем? Вот практические советы. Первый совет: всегда регистрируй адрес в общине в течение 3 дней после приезда или смены жилья. Это бесплатно и быстро. Второй совет: если живешь по безвизу, ставь напоминание в телефон продлить регистрацию за 10 дней. Это спасет от штрафа. Третий совет: подавай на временную защиту до истечения 90 дней без виза, чтобы не стать нелегалом. С октября 2025 года все документы на временную защиту, визу Д или ВНЖ подаются через электронный кабинет на сайте болгарской миграционной службы. Для этого нужна болгарская ЭЦП, электронная цифровая подпись. Как ее получить? Я запишу отдельное видео, и ссылка будет в описании. Болгария остается открытой для украинцев, но требует четкой подготовки. Если ты беженец, временная защита до марта 2026 года твой лучший вариант. Хочешь остаться надолго? Иди через визу Д и ВНЖ, но готовь документы заранее. Доход, страховку, апостили. Если есть бизнес или недвижимость, активируй фирму и плати налоги. И главное, живи легально, чтобы избежать штрафов и депортации. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, если они у вас появятся, по поводу шаблонов заявлений, контактов проверенных юристов в Болгарии и ссылкой на видео про ЭЦП. Если ролик был полезен, ставь лайк, подписывайся на канал. Есть вопросы или свой кейс, пиши в комментариях, разберем все до мелочей. Я юрист Валерий Табаков, и до новых встреч. Ах, да, хочешь открыть счет в болгарском банке без визита в страну? Подписывайся. Скоро видео про то, как выбрать такой банк для перевода денег. Пока.